Всем привет! В этом видео я хочу поделиться своим гайдом на Рину. Рина это персонаж S ранга в Xenoverse Zone Zero с электрическим атрибутом, специализирующаяся на поддержке. Она является ценным членом фракции Виктория, а ее уникальные способности делают ее хорошим дополнением к любой команде. Плюсы Рины. Усиление команды. Пока бамбу находится на поле боя, Рина предоставляет значительное усиление всей команды, значительно увеличивая их урон. Она добавляет 25% от ее коэффициента пробития, плюс фиксированную величину до максимального значения 30%, что делает ее незаменимым активом для максимизации урона команды, особенно против боссов. Продление длительности шока. Одна из уникальных способностей Рины это продление длительности статуса шока с 10 до 13 секунд. Это не только увеличивает время действия шока, но и повышает общий урон на 30%, если шок действует на полную продолжительность. Также ее команда получает 10% бонуса к электрическому урону, если на поле боя есть враг под действием шока, что делает ее незаменимой для команд, ориентированных на электроурон или играющих от статуса шок. Универсальное усиление. Усиление коэффициента пробития, которое предоставляет Рина, достаточно универсально, чтобы быть полезным в любой командной компонировке. А ее уникальное продление длительности шока обеспечивает ей долгосрочную актуальность. Высокая мобильность. Рина одна из самых мобильных персонажей в игре. Обладая высокой скоростью передвижения, увеличенной дистанцией рывка и способностью атаковать во время передвижения, это делает ее невероятно подвижной, уступая только Грейс. Минусы Рины. Задержка на поле боя. Многие способности Рины занимают ее бамбу на несколько секунд, ограничивая возможность использования других способностей до завершения предыдущей. Это усложняет быстрое использование ее способностей. И два это постоянная переактивация бамбу. Чтобы полностью воспользоваться усилением пробития Рины, необходимо постоянно переактивировать ее бамбу. Это требует хорошего баланса между атаками Рины и управлением другими персонажами, что требует постоянного внимания и мастерства в управлении персонажем. Теперь перейдем к амплификаторам для Рины. Первым вариантом, естественно, будет ее сигнатурный амплификатор, 5-звездочный, естественно, колыбель плача. Это оружие отлично подходит для Рины, так как оно значительно увеличивает восстановление энергии, когда она находится вне поля боя. Гарантия, что ее способности будут готовы к использованию в нужный момент. Кроме того, оно усиливает урон отряда по пораженным целям, что делает его отличным выбором для усиления общего урона команды. Следующий амплификатор это сигнатурное оружие Люси. Бум-пушка. Бум-пушка идеально подходит для Рины, потому что увеличивает атаку всех союзных юнитов, когда они наносят урон врагу. Это хорошо сочетается с ролью Рины как персонажа поддержки, так как обеспечивает стабильный и накапливаемый баф для всей команды, максимизируя урон. Следующий это 4-звездочный амплификатор, кадр на память. Выгоден для Рины, так как генерирует дополнительные децибелы и энергию, когда любой член отряда выполняет определенные действия, такие как уворот или цепные атаки. Это помогает поддерживать уровень энергии Рины, обеспечивая активность ее кукол бамбу и постоянное усиление команды. Из Б-ранговых у нас есть два варианта. Первый вариант это Ревербератор 2. Хороший вариант для Рины, так как он увеличивает знания и контроль аномалии всех членов отряда при использовании спецзаряженной атаки или цепной атаки. Это оружие усиливает способности команды, настроенные на игру от вызова аномалий, что особенно полезно в сложных боях с боссами или с элитными целями. И второй вариант это Ревербератор 3. Увеличивает атаку всей команды при выполнении цепной атаки или ультимейта, что хорошо сочетается с ролью Рины как поддержки. Это оружие помогает усилить урон команды в ключевые моменты, делая его сильным выбором для Рины на первых стадиях игры. Еще одно оранговое оружие забыл упомянуть. Это оружие из Battle Pass. Мяч для игры без правил. Он идеально подходит для Рины, так как увеличивает критический урон всей команды по врагам, находящимся под действием контратаки с атрибутом. Это оружие отлично подходит для максимизации эффективности критических ударов, особенно в сочетании со способностью Рины продлевать эффект шока. Переходим к драйв-дискам для Рины. Скажем так, у него два вида сборки.
Первый вариант это 4 части Swing Jazz. Этот набор является лучшим выбором для поддержки как Рины, которая нацелена на усиление урона ДД, которые наносят элементальный урон или играются через аномалию. Которому не нужен баф от Freedom Blues. Swing Jazz увеличивает урон всей команды на 15% на 12 секунд после цепной атаки или ультимейта, который обычно активируется во время цепной атаки. Такое время идеально совпадает с моментом наибольшего урона команды, делая этот набор отличным для максимизации общего урона. Из двух частей выбираем. Первый вариант это фугу Электро. Две части. Очень рекомендуется для Рины, так как он максимально увеличивает ее баф на коэффициент пробития, что еще больше усиливает урон команды. Другой вариант это Freedom Blues. Обеспечивает дополнительно 30 очков знания аномалии, усиливая урон от урона аномалии, что полезно, если ваша команда сосредоточена на уроне через аномалии. И последний, третий вариант это Гормон Панк или грозовой Heavy Metal. Вот он. Эти наборы отлично подходят для увеличения общего урона, делая их хорошим выбором для Рины, чтобы еще больше усилить урон. И второй вариант сборки это через 4 части Freedom Blues. Этот набор идеально подходит для поддержки, ориентированной на помощь персонажам, играющих через аномалию. Он заставляет все специальные атаки заряженные накладывать на всех пораженных врагов снижение сопротивления накоплению аномалии на 20% на 8 секунд. Если это единственный источник снижения сопротивления накоплению аномалии в вашей команде, то это фактически ускоряет срабатывание аномалии намного быстрее. Этот набор жизненно важен для команд, ориентированных на аномалии, и должен быть в приоритете на одном из персонажей в команде. Из двух частей выбираем фугу Электро. Рекомендуется для Рины, так как он максимизирует ее бафы на коэффициент пробития, что крайне важно для усиления общего урона команды. Другой вариант это Swing Jazz. Обеспечивает увеличение регенерации энергии на 20%, помогая поддерживать уровень энергии Рины, чтобы ее способности всегда были готовы к использованию. И последний вариант это или Гормон Панк, или Грозовой Heavy Metal. Эти наборы остаются хорошим выбором для увеличения общего урона Рины. Также еще тут, скажем так, нужно обратить внимание на тот факт, что чтобы Рина могла накладывать полный баф на коэффициент пробития, ей нужно около 38, то есть нужно между 38 и 72% пробития ей. 72% и выше, если мы хотим полностью получить максимальный баф от ее бонуса, которым она бафает всю команду на пробитие. Теперь перейдем к подбору команды для Рины. Точнее, если правильно сказать, учитывая, что Рина это саппорт, будем смотреть, куда лучше всего Рину поставить. Вариантов у нее много, потому что в своей основе ее, наверное, скажем так, основной бонус это то, что она увеличивает пробитие всей команды. То есть ее как таково можно поставить в любую команду, и она в любом случае будет приносить пользу. Но основные команды у нее две. Идеальные, это, скажем так, идеальнейших варианта две. Также, помимо этого, у нее есть, скажем так, два персонажа, которые с ней идеально синергируют. Первый вариант это Грейс. Рина предоставляет Грейс невероятное количество синергических бафов, которые значительно улучшают ее игровой процесс и эффективность. Первый баф Рины дает всей команде части ее коэффициента пробития до максимум 30% бафая команду. 30% коэффициента это значительное усиление, и поскольку коэффициент пробития усиливается, чем больше его у вас есть, этот баф невероятно мощный.
При оптимальной игре Рина может поддерживать этот баф почти постоянно, делая его ключевым активом. Кроме того, Рина увеличивает электрический урон на 10%, что также полезно для Грейс. Однако самый важный бонус синергии возникает благодаря способности Рины продлевать длительность всех статусов шока с 10 до 13 секунд, увеличивая их урон на 30%. В совокупности эти бафы делают Рину одной из лучших союзников для Грейс. Это вот первый вариант. И второй персонаж, с которым Рина идеально синергирует, это Антон. Игровой процесс Антона сосредоточен на его режиме бурста и на том, чтобы он всегда атаковал врагов, находящихся под действием статуса шока. Рина помогает в этом, продлевая длительность всех статусов шока на 3 секунды, что не только увеличивает их урон, но и дает Антону больше времени для атаки и срабатывания шока до его исчезновения, что делает игру за Антона более стабильной и комфортной. Кроме того, Рина увеличивает электрический урон Антона на 10% при наличии врага под действием статуса шок и дает до 30% коэффициента пробития. И исходя из этого, можно собрать две команды. Одна будет команда Free-to-Play и одна команда, нацеленная на шок. Первая Free-to-Play команда это Рина, естественно, Эмби и Билли. Из бамбу выбираем Амилиона. Вот. Амилиона или же Электробу, или же, если есть S-ранговый, то Штекербу. Эта фри-то-плей команда с Риной хорошо сочетается с Анби, поскольку они могут эффективно активировать ключевые навыки друг друга. Поскольку Анби ориентирована на оглушение, Рина легко использует эффект шока, делая их сильным дуэтом. Билли дополняет команду, предоставляя дополнительную универсальность и дополнительный урон. Во втором варианте бамбу будут немножко другие. Это опять же S-ранговый Штекербу, это S-ранговый Прорабу. Опять же, это Амилион, Электробу или же Штекербу. Тут уже в зависимости от того, что вам больше всего нужно в данный момент. И в этом варианте это, скажем так, идеальная команда под шок. Здесь нам нужен, точнее, Антон. Теперь ставим Рину, естественно, и Грейс. Вот Рина и Грейс. Самая мощная команда с Риной, используя механику шока. Стратегия заключается в использовании способности Грейс для быстрого наложения статуса шока на врагов, а затем усиление этого состояния Риной для максимального урона. Антона стоит использовать в последнюю очередь, чтобы он нанес увеличенный урон по врагам под воздействием шока, делая его идеальным финишером после того, как Рина и Грейс подготовят поле боя. Геймплей у нее несложный. Я буду показывать команду, шок-команду идеальную. То есть в этом случае у меня есть Антоха, Грейс и Рина. Если у вас нету Грейс, ее можно заменить на Эмби или же на Цинь-И, который сейчас в баннере. Но проблема в том, что уже не будет возможности играть полноценно через реакцию шок. То есть можно, но уже будет сложнее и дольше набирать статус шок на цели. Геймплей заключается в том, чтобы бой начать с помощью Грейс, зарядить ее спецзаряженную атаку, зарядить ее спецресурс, атаковать цель, переключаемся на Грейс, атакуем цель, пока не соберем статус шок на цели. И теперь уже переключаемся на Антоху и включаем его бурст-атаку, и ей уже наносим урон. Да, только желательно, чтобы цель стояла на месте, иначе будет безобразие вот это.
Если же оглушаем цель, стараемся сделать так, чтобы Антоха ходил последним после Рины, чтобы получить бонус от нее. Собственно, геймплей вот такой, он коротенький и несложный. Старайтесь желательно не использовать у Рины ее ульту, или если вы играете Грейс, там Эмби или Циньи, их ульты тоже не использовать. Старайтесь использовать ульту у Антохи, так как он ДД. И в момент урона нанесет больше урона, как так получается. Как только опять вот переключаемся, опять набиваем. И стараемся, чтобы Антох ходил последний после Рины всегда, чтобы получать баф от нее. Вот так.